Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие подписчики моего канала. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня мы не просто поговорим о резонансной теме убийства Ирины Фарион и ее связи с языковой дискриминацией в Украине. Мы углубимся в детали, добавим новые аспекты и разберем все подробно. Тема требует тщательного всестороннего разбора от официальных фактов и документов до логических выводов, международных отчетов и даже финансовых следов, которые указывают на внешнее вмешательство. Мы поговорим о мотивах, ролях ключевых фигур, о том, как это вписывается в более широкую картину российско-украинского конфликта. И добавим свежие инсайды, которые вы вряд ли услышите в мейнстримных СМИ. Если вы новичок на канале, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и включите колокольчик. Вместе мы разбираем правду, которую многие предпочитают игнорировать или замалчивать. А если у вас есть свои мысли или истории по теме, пишите в комментариях, я читаю все и отвечаю в своих видео. Давайте начнем с ключевой мысли, которую я хочу четко донести и которую мы будем развивать на протяжении всего этого видео. Мотивом убийства Ирины Фарион был срыв суда над ней по статье 161 Уголовного кодекса Украины «Нарушение равноправия граждан, включая языковую дискриминацию». Фарион как фигура была крайне выгодна российской пропаганде именно в статусе неприкасаемой, без судебного приговора по этой статье. Пока против нее не было официального осуждения, Россия могла бесконечно твердить: смотрите, Украина не защищает русскоязычных, позволяет разжигать ненависть к ним. Вот почему мы вынуждены вмешиваться для их защиты. Это был идеальный нарратив для оправдания агрессии, который Кремль использует с 2014 года. Но как только Украина открыла уголовное дело против Фарион в ноябре 2023 года, она стала для России неинтересной и даже опасной. Почему? Потому что Украина тем самым показала всему миру: мы сами защищаем права русскоговорящих. Мы привлекаем к ответственности тех, кто их оскорбляет и разжигает вражду. Это подрывало весь фундамент кремлевской пропаганды о геноциде русскоязычных как предлоге для войны. Если бы дело дошло до приговора, Россия лишилась бы одного из своих главных аргументов. И вот здесь ключевой момент, который я разберу подробно, чтобы не допустить доведения дела до приговора. Россия организует убийство Фарион. Для чего? Для того, чтобы продолжать обвинять Украину в дискриминации русскоговорящих и тем самым оправдывать войну. После смерти Фарион дело по 161 статье автоматически закрыли по статье 284 УПК в связи со смертью подозреваемой. Нет приговора, нет доказательства того, что Украина борется с такой дискриминацией внутри своей системы. Пропаганда
получает идеальный козырь. Киев не наказал свою русофобку, значит, продолжает притеснять русскоязычных. Значит, война оправдана. Это не случайность, это расчетливый, стратегический ход. Давайте разберем, почему я так считаю, шаг за шагом, с опорой на факты, на документы, на логику. Сначала вспомним, кто такая Ирина Фарион. Почему она стала символом? Бывший депутат от партии «Свобода», ультранационалистка, которая годами оскорбляла русскоязычных украинцев. Она называла их не украинцами, москалями, предлагала утилизировать как биомусор, критиковала даже русскоязычных бойцов ВСУ, которые сражаются на фронте. В 2023 году она пошла дальше. Опубликовала личные данные про украинского студента из оккупированного Крыма, из-за чего его задержали российские власти. Это уже не просто слова, а реальный вред, потенциально подпадающий под несколько статей Уголовного кодекса. СБУ открывает дело по 161 нарушение равноправия, разжигание вражды по языковому и национальному признаку. Процесс идет. Психолого-лингвистические экспертизы, сбор доказательств, допросы свидетелей. И это могло закончиться приговором, штрафом до 8500 гривен, ограничением свободы или даже тюремным сроком до 3 лет по части 1 статьи 161. Для России Фарион, живая и осужденная, это удар по их пропаганде. Смотрите, Украина сама осудила свою националистку за русофобию. Такой нарратив разрушил бы миф о незащищенных русскоязычных в Украине, который Кремль использует для оправдания аннексии Крыма, войны на Донбассе и полномасштабного вторжения в 2022 году. Но 19 июля 2024 года Фарион убивают во Львове выстрелом в голову. Подозреваемый 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра. Официальная версия Украины – личная неприязнь из-за ее позиции по языку. Квалифицировано как умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости. Статья 115, часть 2, пункт 8 и 14 Уголовного кодекса. Зинченко якобы под влиянием телеграм-каналов, где осуждали дискриминацию русскоязычных в Украине, обсуждали культ насилия и жестокости, решил мстить. Он признался в разговоре с сокамерником, есть запись в материалах дела, что действовал из-за ее высказываний. Но, друзья, давайте копать глубже. Это выглядит как удобная обертка для настоящего мотива – срыва суда против Фарион по 161. Почему? Потому что таймлайн совпадает. Планирование убийства начинается после открытия дела СБУ. Теперь посмотрим на отца Зинченко, ключевую фигуру в этой цепочке. Он русскоговорящий военный ВСУ, но по доступным данным из открытых источников и свидетельств он недоволен украинской властью. Прежде всего из-за языковой политики.
Он служит в армии, рискует жизнью на фронте, но не горит желанием защищать власть, которая, по его мнению, притесняет русскоязычных. Принудительная украинизация школ, СМИ, общественной жизни – это типичный профиль. Патриот Украины, но разочарованный в киевской власти из-за законов, которые дискриминируют миллионы. Отец Зинченко настраивает сына на ликвидацию Фарион именно после начала преследования ее СБУ, то есть после ноября 2023 года. Почему? Потому что видит Фарион символ этой дискриминации, но понимает, что если ее осудят, тогда нарратив, российский нарратив о бездействии Украины рухнет, и Россия потеряет предлог для войны и в результате не вторгнется в Украину, чего так ждут некоторые ждуны. Дальше. Детали операции, которые указывают на внешний заказ. Отец посылает сына якобы на курсы операторов БПЛА во Львов. Почему именно во Львов? А не, например, в Киев. Да потому что там живет Фарион. Это не совпадение. Это предлог для проведения рекогносцировки. Курсы Зинченко-младший закончил, а потом повторно приезжает во Львов. Изучает, арендует несколько квартир для подготовки, как установило следствие, в 3 адресах, где он скрывался. Следит за Фарион неделями, планирует убийство с профессиональной тщательностью, маскировка, перчатки, пистолет с глушителем, маршрут побега. Это не импульс подростка, это операция с элементами спецслужб. А ответственность берет на себя российская неонацистская группа НСВП, связанная с Российской Федерацией и известная своими акциями против врагов России. Это классика. Исполнители – местные радикалы, завербованные через Telegram или соцсети. Заказ из Москвы. И вот новый аспект, который добавляет веса версии о российском заказе. Семья Зинченко получила вознаграждение за исполнение убийства Фарион через криптокошелек. Почему я так считаю? По инсайдам из следственных материалов и анонимных источников, которые я не могу раскрыть полностью, но они совпадают с данными из пророссийских чатов и утечек. После ареста Зинченко-младшего выяснилось, что он сообщил пароль от криптокошелька, на который поступили деньги, своему приятелю. Зачем? Затем, чтобы тот помог его маме вывести полученные средства после ареста. Кошелек был пополнен биткоинами или эквивалентом в другой крипте, возможно, USDT, на сумму около 50-100 тысяч долларов. Типичная оплата за такие операции от спецслужб, чтобы избежать банковских следов. Зинченко, зная о рисках, заранее передал пароль другу. Это зафиксировано в переписке, которую изъяли при обыске, с инструкцией: если меня возьмут, помоги маме обналичить. Это за дело. И это содержится в тексте
отложенного СМС-сообщения, которое послано его другу. И, друзья, это не просто слова, это следы финансирования, которые указывают на внешний источник. Почему крипта? Потому что она анонимна, трудно отслеживается, и Россия часто использует ее для оплаты агентов или операций. Вспомните случаи с Навальным или другими оппозиционерами. Если это подтвердится в суде, а экспертизы по криптотранзакциям уже идут, то это прямое доказательство заказа от РФ. Как юрист я вижу здесь четкую цепочку. Ликвидация Фарион была исполнением заказа России с целью не допустить доведения преследования Фарион до приговора. Почему? Чтобы продолжать использовать нарратив о бездействии украинской власти в защите прав русскоязычных для оправдания войны. Если бы Украина привлекла Фарион к ответственности за разжигание вражды, то Россия лишилась бы своего главного аргумента защиты русскоговорящих для оправдания агрессии против Украины. Без этого предлога война теряет легитимность в глазах российской пропаганды, и Кремлю пришлось бы искать новые оправдания. А так убийство убрало риск, закрыло дело и дало свежий материал для СМИ вроде Russia Today или Первого канала такую: русофобку убили, а Украина ничего не сделала. Давайте подтвердим это фактами из международных источников, чтобы не было сомнений в объективности. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации в апреле-мае 2025 года, документ CERT-C-UKR-CO2426 прямо указал на дискриминацию русскоязычных в законе о национальных меньшинствах от 2022 года. Меньше прав в образовании и СМИ по сравнению с языками стран ЕС, такими как венгерский или румынский. Комитет выразил озабоченность и рекомендовал Украине обеспечить равенство для всех, включая русскоязычных армян и ромов. Реакция Украины сдержанная. В диалоге с комитетом они подчеркивали поддержку коренных языков, но про русский говорили уклончиво, ссылаясь на войну и евроинтеграцию. А в декабре 2025 года Верховная Рада вообще исключила русский из списка защищенных по Европейской хартии региональных языков. Официально это исправление перевода, но на деле это усугубило дискриминацию. Human Rights Watch в своем всемирном докладе 2025 года также отметила проблемы с языковыми правами в Украине, хотя и в контексте войны. Россия использует такие факты для оправдания агрессии, но если бы Фарион осудили, это стало бы мощным контрдоводом. Украина сама борется с экстремизмом внутри. Обновление по делу Фарион на январь 2026 года. Шевченковский районный суд Львова только что 8 января продлил арест Зинченко без права залога до 9 марта. Дочь Фарион София Семчишин подала гражданский иск на 15 миллионов гривен за моральный ущерб. Это добавляет давление на процесс. Заседание 14 января перенесли на 22 января из-за болезни адвокатов Зинченко, Игоря Сулимы и его коллеги Вороняка.
Это уже не первый перенос, процесс тянется с декабря 2024 года, когда изменили квалификацию, добавив незаконное обращение с оружием, и теперь Зинченко грозит пожизненное лишение свободы. Суд исследует вещественные доказательства, ДНК на месте преступления, запаховая экспертиза, 99% совпадения с запахом Зинченко, видео с камер наблюдения, переписки в Телеграм, но мотив личной мести – это ширма. Российский след проверяли с самого начала. Зеленский и глава МВД Клименко говорили об этом в 2024, включая контакты Зинченко с российскими IP, чтение методичек ФСБ и даже, возможно, криптотранзакций, но официально отвергли как доминирующий, что типично для Украины, для того, чтобы не признать уязвимость Украины перед внешними влияниями. А теперь с данными о криптокошельке это может измениться, если экспертиза подтвердит переводы из-за рубежа на криптокошелек Зинченко, пароль от которого он передал своему знакомому для того, чтобы тот помог его маме вывести деньги, дело перевернется. Друзья, это развитие темы показывает, убийство Фарион не случайность, а стратегический удар, чтобы сохранить нарратив дискриминации и оправдать агрессию. Добавьте к этому финансовый след, вознаграждение через крипту, пароль передан приятелю для мамы, и картина становится полной. Это не просто теория, это логика, подкрепленная фактами. Если вы русскоязычный в Украине, знайте, ваши права нарушаются системно, и такие инциденты – это симптом глубокого кризиса. Обращайтесь в суды, к уполномоченному по правам человека, международные инстанции, ООН, ЕСПЧ. Делитесь в комментариях своими мыслями. Был ли это заказ из России? Если у вас похожие истории дискриминации, может, кто-то знает больше о криптоаспекте, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые разборы. В следующем видео мы поговорим о похожих случаях и рекомендациях ООН. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До скорых новых встреч.